Thank you, Evgeny. Привет, меня зовут Дункан, я из деревни Санта-Барбара, Калифорния. Я люблю Россию. Привет, Дункан. Мы тоже тебя любим. Welcome back. This is our second episode of talking through the traditions. In the first meeting, we shared about traditions 1, 2, and 3. And so today we will begin with tradition 4. Всем добро пожаловать. Мы продолжаем разговор о традициях. На прошлой встрече мы с вами затронули традицию 1, 2, 3, а сегодня мы начинаем с 4. The traditions are guidelines for how to work together with other humans in service and in life. А традиции – это по типу направления того, как работать нам друг с другом в жизни и в семье. I grew up in a dysfunctional family. I had a dysfunctional education, and I lived my life in a dysfunctional society. So I learned, I was trained to have dysfunctional relationships, and I need the traditions to help me learn to work with others. Я вырос в дисфункциональной семье, получила дисфункциональное образование, живу в дисфункциональном обществе, и мне нужны традиции, вот как какие-то методические рекомендации, принципы руководящие, да, чтобы научиться взаимодействовать и строить отношения. So today I hope to share about maybe 3 traditions, maybe 4, and then we'll have questions and answers at the end. Ну, я планирую, что мне удастся рассказать про 3 традиции или 4, а затем у нас будут вопросы и ответы. So tradition 4 says, each group is autonomous, except in matters affecting other groups or ACA as a whole. We cooperate with all other 12-step programs. 4-я традиция. Каждая группа вполне самостоятельна, за исключением дел, которые затрагивают другие группы или сообщества, да, в целом. Мы сотрудничаем со всеми 12-шаговыми программами. So the main principle of tradition 4 is autonomy. Самый главный принцип 4-й традиции – это автономность, самостоятельность. Let's explore what is autonomy. Давайте же рассмотрим, что такое самостоятельность. Autonomy is freedom. Самостоятельность – это свобода. Each group is free to have their meeting as they wish. Каждая группа может свободно решать, как им проводить их встречи в таком формате, в котором они хотят. It's a suggestion to have serenity prayer and some basic readings. Это только предложение, да, чтобы на собрании звучала молитва о душевном покое и основные тексты. But the group is free to make their meeting on a certain time and day and have a certain format. The group is free to be creative in the way they do their meeting. Но группа сама выбирает формат, время и дни встречи, и группа имеет право быть изобретательной и проводить так, как хочет собрание. ACA has an open literature policy, so groups are free to study any literature, even literature that is not ACA literature. Вообще в ВДА есть принцип открытости, и группа ВДА может
изучать любую литературу, которая относится к ВДА или не относится к ВДА на своих собраниях. I have been to an ACA meeting where they were reading a fiction novel and discussing a fiction novel because it had stories about dysfunctional families and relationships and feelings. Я был на собрании, где группа ВДА, они читали фантастический роман, потому что в этом романе была история о дисфункциональной семье. Ну, как бы вот такой опыт. Something that is required to practice autonomy is respect. Но что необходимо практиковать и помнить, это о том, что самостоятельность– это уважение. I will, in recovery, I will practice respect that all members and all groups are free. В выздоровлении я буду практиковать уважение, основанное на том, что каждая группа свободна. I will not try to control what another member or what another meeting group is doing. Я не контролирую, что делает какой-либо член группы или что делает какая-либо группа. Part of why this is important is because I suffer from the laundry list traits and the other laundry list traits. И почему это важно? Это потому, что я сам страдаю от списка характерных черт и от противоположного списка в том числе. Laundry list trait. Let me see here. Let me find my traits. Laundry list trait number 1 says, I'm afraid of people and authority figures. И первая черта списка– это в том, что мы оказались в изоляции и стали бояться людей и властных фигур. The other laundry list says that I become an authority figure. I act like an authority figure and I intimidate others and try to control other people. А противоположный список говорит о том, что я сам становлюсь властной фигурой и пытаюсь контролировать других людей и даже унижать их. Addiction to trying to control what other people are doing is a big problem for people who come from dysfunctional families. Контроль других– это очень большая проблема для людей дисфункциональных семей. I have a temptation, a compulsion to look for someone is doing something wrong and I will try to correct them. У меня есть вот эта компульсия, у меня есть искушение в контроле над тем, что делают другие люди. Я хочу их контролировать. I sometimes see other members doing this at business meetings, in meeting groups, and in their own personal life. И я вижу, как другие люди делают это на рабочих собраниях, на встречах и даже в личной жизни. Они пытаются контролировать других. Tradition 4 is here to help me learn to respect that all members are free and I'm only working on my own recovery. Четвертая традиция мне помогает помнить о том, что каждый человек самостоятелен и свободен, а я должен работать над своим выздоровлением. There are some situations where a group might be doing something that is not ACA related. They call themselves an ACA group. It could cause some confusion and affect ACA as a whole, but these are rare situations. И есть такие случаи, когда группы делают какие-то вещи, которые не относятся к ВДА. И
кажется, что в таком случае могут возникнуть какие-то недопонимания, проблемы, которые могут возникнуть в сообществе. A much more frequent problem is some members trying to control other members or groups. This is a much more frequent problem. Но самая частая распространенная проблема – это то, что члены ВДА пытаются контролировать других членов ВДА, либо вообще сообщества, группы в целом. There are no rules. There's no right or wrong way to recover. И как бы нет правильного или неправильного пути выздоровления. Each member is free to seek recovery in their own way. И каждый человек, каждый член имеет право на свое собственное выздоровление, свой собственный поиск пути выздоровления. And I always want to remember tradition one, that unity is the most important thing. И в таком случае я вспоминаю первую традицию, которая говорит нам о том, что единство – это самое основное. Tradition four says we cooperate with all other 12-step programs. I participate in 7 12-step programs. И четвертая традиция также нам говорит о том, что мы сотрудничаем со всеми 12-шаговыми программами. Лично я принимаю участие еще в 7 12-шаговых программах. It's okay for me to share about my other programs when I'm sharing with ACA. Some of these other programs don't want to hear about other programs, but in ACA we can share about anything. И для меня это нормально делиться в сообществе ВДА о других 12-шаговых программах. Однако в некоторых 12-шаговых программах других они приветствуются, когда мы рассказываем о другом опыте. Но в ВДА мы можем говорить о всех 12-шаговых программах. I love the principle of cooperation. И мне нравится принцип сотрудничества. I did not learn this from my family. Меня не учили сотрудничеству в моей семье. I'm learning this and practicing cooperation in my recovery. Я учусь взаимодействовать в своем выздоровлении. I can practice this tradition in my personal life. И также я могу применять эту традицию в своей личной жизни. My family and my family members are autonomous. Each family member is free to live their life as they choose. И члены моей семьи, они самостоятельны, они свободны выбирать тот способ жизни, который им нравится, и жить свою собственную жизнь. I'm free to make my own choice, but I want to be careful not to have a negative impact on other people. И я тоже свободен в выборе, в своем собственном выборе, но я хочу быть осведомлен о том, когда выбор может негативно повлиять на других. So I'm free and I am considerate of others and respectful of others. Я свободен, но в то же время я внимателен к другим, и я уважаю других. Sometimes I relapse and but I can keep coming back to the practice. Иногда у меня случается срыв, но тогда я возвращаюсь именно к практике, к применению принципов, да. Group conscience is a helpful tool when I'm confused and I'm struggling, trying to understand what's happening in the group.
И групповое сознание — это очень полезный инструмент, когда происходит какая-то борьба в группе или недопонимание. I have to be on a careful watch about my self-will. И я должен всегда быть начеку и внимательно следить за своим своеволием. Uh, when I am upset or angry, I feel myself in conflict with other people. Uh, this is usually this is my traits and my character defects that I need help with. Бывает так, что когда я чувствую себя расстроенным или злым, я вступаю в конфликт с другими членами группы. И тогда я должен быть начеку, особенно внимателен к этому состоянию, к своему состоянию. I ask other members and my sponsor to help me find clear thinking and honesty with myself. И я прошу попутчиков, спонсора, чтобы они помогли мне обрести здравомыслие и честность в отношениях с самим собой. I have to remember that I create negative reactions to other people's freedom. Я должен помнить о том, что я создаю негативные реакции по отношению к другим людям. Yeah, every day I ask higher power to help me with these things. И каждый день я прошу высшую силу помочь мне с этим, помочь мне помнить о том, что я сам являюсь причиной. Let's go to tradition 5. Давайте теперь мы с вами перейдем к 5-й традиции. Tradition 5 says each group has but one primary purpose: to carry its message to the adult child who still suffers. 5-я традиция гласит, что у каждой группы есть лишь одна цель — донести нашу весть взрослому ребенку, который все еще страдает. So my meeting group has one purpose: to create an atmosphere of recovery that is peaceful, where we are focusing on the solution of recovery. И цель моей группы — создать мирную атмосферу на собрании, в которой мы будем выздоравливать, искать выздоровление. It's can be easy to be distracted from this purpose and to become focused on problems that I imagine. И это очень легко отвлечься от нашей основной цели, именно выздоровления, и сфокусироваться на проблемах, которые я сам придумываю, сам создаю. Before recovery, I was always looking for problems. В выздоровлении я всегда искал проблемы. In recovery, I need to learn to shift my focus to solutions. А в выздоровлении я учусь смещать свой фокус на решение проблемы. So what is the message? What is our message? This says to carry the ACA message. В чем же наше послание? I'll try to talk about what is the message. Я буду рассказывать о том, в чем же именно суть послания. Весть, да, смысл вести, вот. I think different members might describe this differently, and I'm still waking up here in California, but I'll try to say what is our message. Мне кажется, что разные члены трактуют весть по-разному, но я хочу именно высказать мое понимание. I think the ACA message is that we grew up in dysfunctional environments, and we adapted ourselves to survive
neglect and abuse. Я считаю, что основная весть ВДА – это в том, что мы выросли в дисфункции, и мы отрицали абьюзивные отношения, и мы отрицали агрессию. Could you please repeat? We neglected what? We're neglected and abused. Мы были, да, и мы были, нас, нет, я неправильно перевела, извините, нас, то есть мы находились в абьюзивных отношениях, и нами пренебрегали, нас не заботились, как бы не уделяли нам внимания. We became confused. We were traumatized. We thought something was wrong with us. И таким образом мы травмировались, мы запутались, мы думали, что что-то не так с нами. We learned a style of living that does not work. И мы выучили вот этот стиль жизни, стиль выживания, который не работает. In ACA, we have a chance to share what happened to us with others who understand. И в ВДА у нас есть шанс поделиться тем, что с нами произошло, с теми, кто нас понимает. People who accept us. С людьми, которые нас принимают. And we have a system for healing. У нас даже есть система выздоровления. A process for learning a new way to live. Процесс, в котором мы научаемся, как жить по-новому. A way to connect with a higher power. Способ соединиться со своей высшей силой. People who are willing to help us. Люди, которые хотят нам помочь. And by practicing meetings and outreach and steps work, and we have many processes here, it's possible to heal. И применяя программу, работая по шагам, посещая собрания, делая звонки, у нас есть шанс выздороветь. We say the solution is to become my own loving parent. И мы говорим, что решение – это стать самому себе любящим родителем. And I'm learning to change the way that I think. И я учусь менять свой способ мышления. I'm learning to change, to accept my feelings. И я учусь принимать свои чувства. I'm learning to connect with other people in a peaceful way. Я учусь соединяться и взаимодействовать с людьми мирным способом. I'm learning to practice in accepting and encouraging everyone. И я учусь вдохновлять и взаимодействовать с каждым. I'm learning to let go of control and fear. Я учусь отпускать контроль и страх. I'm learning to own how I think, how I feel, what I experience. И я учусь присваивать себе то, как я чувствую себя, то, как я себя веду. То есть я учусь брать ответственность за свои поступки. I'm creating what's happening inside me. I'm learning to stop blaming other people. И я учусь направлять внимание на себя, учусь прислушиваться к себе, что происходит внутри меня. И я учусь не винить других людей в том, что происходит со мной.
and more. I'm learning a lot of things here. И еще я учусь очень многим вещам здесь. And I think this is the message of recovery, is that we can heal and we can change and we can be happy and we can be our real selves again. И мне кажется, что весть или послание ВДА как раз состоит в том, чтобы быть счастливыми, быть здоровыми и быть истинными нами, быть своей истинной личностью. So when I'm frustrated with another member or with a group, И когда I need to be quiet. Когда я чувствую себя расстроенным из-за какого-то попутчика в группе или из-за группы, мне нужно быть тихим. I need to talk to my sponsor and get help with my attitude. Мне нужно позвонить спонсору и получить помощь по поводу моего отношения к человеку. I need to talk to my friends in recovery and ask for their help. Нужно разговаривать с попутчиками, попросить помощи у них. So that I can come back out of my traits and my character defects. Чтобы я смог выйти из своих черт и своих дефектов характера. So I can surrender my fear and my anger and my control. Таким образом, я могу сдаться и отдать свой страх, свой контроль. So I can feel humble and feel grateful and loving again. Таким образом, я смогу почувствовать себя смиренным, покорным, умиротворенным снова. I can help contribute to a peaceful meeting. Таким образом, я смогу внести свой вклад вот в эту мирную атмосферу встречи, мирную атмосферу собрания. Recovery is attraction, a process of attraction and not promotion. И выздоровление — это процесс симпатии, процесс... Это процесс привлечения, но это не популяризация, это не промоушен. We're just doing one thing here. We're trying to help. We're trying to help adult children. Мы делаем здесь одну единственную вещь. Мы пытаемся помочь взрослым детям. Newcomers and old-timers. Всем новичкам и всем опытным, которые уже давно в программе. I still need your help as much as you need help. Мне все еще нужна ваша помощь в таком же размере, как и вам нужна моя помощь. We can only do this together. Мы можем это сделать только сообща, только совместно. Let's go to tradition 6. Okay, Duncan, and now I pass translation to Evgeny. Evgeny, are you ready? Yes, I'm ready. Thank you. Спасибо, Olga. Evgeny, let's go to tradition 6. Yes, please. Да, мы сейчас приступаем к традиции 6. Tradition 6 says, an ACA group ought never endorse, finance, or lend the ACA name to any related facility or outside enterprise, lest problems of money, property, and prestige divert us from our primary purpose.
Группа ВДА никогда не должна поддерживать, финансировать или предоставлять свое имя для использования какой-либо родственной организации или посторонней компании, чтобы проблемы денег, собственности и престижа не отвлекали нас от нашей главной цели. So this is saying that we keep ACA separate and do not affiliate ACA with other facilities, organizations, or businesses. Это говорит традиция о том, что, соответственно, мы не привязываемся и держим ВДА отдельно от других организаций, сообществ, содружеств или каких-то моментов, связанных, не относящихся напрямую к ВДА. We keep ourselves separate so that we can avoid outside influences. Мы держим, значит, вот себя отдельно для того, чтобы не попасть под влияние внешней среды. There have been many times when a treatment center or a psychologist or a hospital would like to make a partnership with ACA or some other recovery fellowship. Например, какой-то реабилитационный центр, больница или еще какая-то организация хотела бы запартнериться, например, с ВДА или с любой другой 12-шаговой программой. There have been times when people were trying to make some business happen, and they said that ACA was part of their business. Некоторые организации хотели бы, например, делать какие-то деловые операции и включить в это ВДА. It's important to keep ACA separate from business enterprises. Это очень важно, отделять ВДА от какой бы то ни было бизнес-активности. Recovery is a spiritual movement, and we could lose our effectiveness if we become connected with entities that are trying to make money. Выздоровление духовный характер носит, и поэтому взаимодействие с организациями, которые привязаны на прибыль или завязаны на какую-то коммерцию, вот очень легко потерять фокус от выздоровления. Problems of money, property, and prestige can divert us from our primary purpose. Проблемы, связанные с престижем и престиж, property, да, значит, собственности и престижа могут нас отвести от выздоровления, от основной нашей проблемы, от решения основной нашей проблемы. There's an old story from Alcoholics Anonymous from the beginning of recovery history. Очень старая история от анонимных алкоголиков и с начала анонимных алкоголиков. When AA was new, 80-something years ago, someone offered a large donation to the AA organization. Когда была только начинала свою деятельность, кто-то предложил большое пожертвование для того, чтобы АА продолжала свою деятельность. Some of the members argued that accepting the large donation would be good because they could use the money to help advance the fellowship and get more recovery to more people. Часть из сообщества говорил: давайте возьмем эти деньги и привлечем как можно больше людей к выздоровлению, поможем большему количеству людей. Other members argued that figuring out how to deal with all the extra money would be a distraction.
А другие говорили о том, что вот попробовать управлять вот уже деньгами, которые будут излишними, может отвлечь нас от, собственно, выздоровления. After a lot of discussion, they decided to decline the donation. They did not take the large donation. После обсуждения в итоге содружество не взяло, не приняло это пожертвование. In this way, they avoided a distraction from helping people with helping people to recover from alcoholism, and they remained separate from the donor's influence. Да, таким образом они, значит, вопрос этот сам по себе не стал возникать из-за того, что денег не стало, и также зависимость от тех людей, которые хотели внести такое крупное пожертвование, от них тоже зависимости нет. I can practice this tradition is very helpful in my personal life. В моей личной жизни данная традиция очень мне помогает. If I connect myself with, if I'm not careful about who I connect myself with, it can disrupt my direction in life. Если я не, значит, связываюсь не с тем, с кем попало, вернее, не с тем, кем положено, то или не с неподходящим человеком, это может вообще всю мою жизнь исковеркать. I have sometimes taken certain jobs or invested in relationships with certain people that it was not the best direction for me. Я брал в свое время определенную, выходил на определенную работу, то есть работал на кого-то или инвестировал в отношения с кем-то, с кем не стоило этого делать. I have been hypnotized by money and property, and my ego wants to feel important. Я был загипнотизирован желанием заработать и важностью статуса, и поэтому я следовал этому. And I have spent some years of my life chasing, like an addiction, after money and property, and trying to make people think I was important. This was a waste of my time. Я потратил много времени на то, чтобы бегать и за деньгами и показаться важнее, чем я есть, и, соответственно, через это потерял много времени. These things don't make me happy if I'm not doing what I love to do. Эти вещи не делают меня счастливым, если они не позволяют мне быть счастливым. There has been a lot of scientific research done about who is happier, rich people or poor people. Очень много было сделано исследований на предмет того, кто был счастливее, бедные или богатые. The wealthy people have more expensive holidays and houses and things, but they're not happier. Очень богатые люди имеют больше домов, или у них их поездки в отпуск, они более дорогие, но при этом они не всегда являются более счастливыми. Thanks to recovery, I'm discovering that real happiness and health and quality of life is a spiritual practice. It's an inside job. Счастье оказалось внутри меня, и это внутренний труд для того, чтобы быть счастливым. Духовные основы для этого, они есть уже у меня внутри заложены.
what is my primary purpose personally? Да, какова же все-таки моя персональная цель? This can be an interesting experience for some inventory work. Да, это может быть очень интересным моментом для того, чтобы инвентаризацию делать. Hello? Come It's, in. It's clock. It's clock. Yeah, so Oh, it's a 9. clock. Yeah, 9 it's- p.m. It's not a delivery. Nope, sorry. Maybe some good food, some gnocchi. Not really, not really. It's just, yeah, I need to calm it down sometime. Yeah, It's a big clock. yeah, it's a huge one. Yeah. Sorry about that. Yeah. It's higher power. Yeah. Concentrate. Yeah. Done. Sorry. No, I like it. It's no hurry. We can slow down. Мгм. Да, и он говорит то, что мне нравится, как звучат часы, и часы вот там 9 пробили. Вот, он говорит, я говорю, извиняюсь, говорит, за то, что вот они там отвлекают. Он говорит, нет, говорит, это высшая сила, давайте приостановимся. Мы никуда не торопимся, поэтому мне нравится и звук сам. Thank you. Translate. Yeah. Oh, yeah. We can take a little break. Just have a breath. Yeah. Давайте возьмем немножко воздуха в грудь и сделаем небольшой перерыв. Okay, let's see. What is I find an interesting question is what is my personal primary purpose? Очень важным вопросом для меня является, что же моя такое персональная моя цель, для чего я создан. I did some writing about this. Я написал об этом. I think my purpose is to love and take good care of myself. Моя цель – это любить и заботиться о себе. So that I am fit and ready to spread love around. Для того, чтобы я был готов физически и мог делиться любовью вокруг. When I first came to recovery, I was too angry, too afraid, too depressed. I couldn't do my primary purpose. Когда я только пришел в выздоровление, я был настолько под влиянием депрессии, весь такой злой и, в общем, весь такой на негативе, что, собственно, я не мог служить своей главной цели. I was really hurting. Да, я обижал людей, носил ущерб. I was very confused. Мне было очень тяжело, я запутался. There were some things that I was very certain about, but it turned out I was not accurate. Да, было много вещей, в которых я был 100% уверен, но я оказался не точен в них. I needed a lot of help. Мне нужно было очень много помощи, иначе бы я не справился. But I was lucky. I found recovery. Но я был настолько счастлив, что я нашел выздоровление. I asked people to help me, and I allowed people to help me. Я попросил людей о помощи и принимал помощь, разрешил себе принять их помощь. And in my recovery and practicing the steps over a long period of time, I discovered a simpler purpose for my life. Да, я определил себе более легкий путь, значит, для определения главной цели. То есть попроще сделать себе путь. It seems that my purpose is the same primary purpose of recovery, to help share about the message of recovery, to help other people who are suffering. И главная моя цель, она совпадает с главной целью программы, то есть делиться тем, что получил в программе, делиться вестью о выздоровлении и распространять ее. It seems that my higher power guided me to being trained as an educator earlier in my life.
Ранее в моей жизни получилось так, что моя высшая сила попросила меня или вот как-то так организовала мое обучение как преподавателя. And then with the skills that I learned in that work, I'm able to, and with my work in recovery, I'm able to help other people recover. This is very satisfying for me. Но при этом у меня получилось так, что я смог подобные услуги и вот, собственно, да, применить вот эти навыки, которые я получил для выздоровления в программе, и я счастлив от этого. I feel a lot of energy flowing through me. Я чувствую очень большой поток энергии, который через меня проходит. I feel a well of joy inside. Чувствую счастье и радость внутри. I'm very grateful for you, my friends in recovery. Я благодарю за вас, за моих друзей в выздоровлении. And through this service, I have an alliance with higher power. И через служение у меня также есть альянс с моей высшей силой. And higher power, the spirit realm, seems to take care of the things that I need. И, значит, моя высшая сила заботится обо мне, пока я делаю его работу. That's quite amazing. Это настолько удивительно. Let's go to tradition 7. Давайте перейдем к традиции 7. Tradition 7 says every ACA group ought to be fully self-supporting, declining outside contributions. Традиция 7 гласит, что каждая группа ВДА должна опираться на собственные средства и отказываться от помощи извне. So this seems related to tradition 6, where Это очень взаимосвязано с традицией 6, где by keeping ourselves separate from other organizations and being fully self-supporting, we stay free and autonomous as a sovereign organization where we can focus on just practicing recovery and doing what we do well, helping adult children. это, собственно, очень перекликается с этой традицией по причине того, что если мы независимы ни от кого, мы, значит, являемся свободными и суверенными. При этом мы можем фокусироваться конкретно на выздоровлении. Это наша основная цель. So we don't accept contributions from outside entities. И мы не принимаем пожертвования от внешних структур, внешних организаций. ACA is fully self-supporting. ВДА, оно полностью на самообеспечении. But what does ACA need to be fully self-supporting? Что нужно для ВДА для того, чтобы быть полностью на самообеспечении? We need some money. Нам нужны немножко денег. Look, American dollars. Да, он американские доллары показывает в экран. Ooh, $35. Ooh. Целых $35. Yo, wealthy man. Here, I'll give $5 for ACA. Я даю $5 ВДА. But ACA needs so much more than money. Но ВДА нуждается намного больше, чем в деньгах, кое в чем другом. We need people. Нам нужны люди. We need your energy. Энергия ваша нужна. We need your love. Ваша любовь. We need your service. Ваше служение. We need newcomers. Нужны новички. We need someone to set up the room. Кому-то надо комнату настроить перед собранием. We need someone to host the Zoom. Кому-то надо управлять зумом, то есть быть техледом. We need a leader for the meeting. Должен кто-то группу вести. We need people to read the reading. Кто-то должен читать тексты. We need speakers and translators. Нужны переводчики и спикеры, конечно.
We need people to help distribute the literature. Кто-то должен распространять литературу. Everything is relying on volunteers. Многое, оно зависит от волонтеров. We all volunteer. И мы во многом волонтеры. I've given many thousands of hours of service for recovery Я with no pay. отдал тысячи часов свое служение, и эти часы не были оплачены. Служение в выздоровлении. This is good for my soul. Это очень хорошо для моей души. Oh, we're doing hearts. Here we go. Oh yeah, you Да, too. Yeah. мы сердечки делаем. Давайте-ка я тоже поставлю сердечко. We need people to welcome the newcomer. Нам нужны люди, которые будут приветствовать новичка. We need people to accept telephone calls. Нам нужны те люди, которые будут принимать звонки, We need people to listen. те, кто будут слушать. We need people to share our experience, strength, and hope with new members. Нам нужны люди, которые будут делиться своей силой, надеждой и верой с людьми, которые придут к нам, с новичками. We need your understanding. Нам нужны люди, которые будут понимать то, что говорится. We need your compassion. Сострадание очень нужно. We need your love. Любовь ваша нужна. Mostly we need what people can do that's not money. Нам нужно больше то, что есть у людей, нежели то, что нам могут купить эти деньги. We need you to work the steps. Нам надо работать по шагам. Only by working the steps and continuing to practice the steps do we really heal and become the recovery person. Работая по шагам, мы и потом практикуя эти шаги в жизнь, мы только тогда становимся выздоравливающими от заболеваний семейной дисфункции. It's very slow, Очень медленный процесс. but the more progress that each member makes, the more they can help other people. Но прогресс, если прогресс каждого индивидуального, значит, выздоравливающего, он больше будет помогать всему сообществу. То есть каждый человек, выздоравливая, может помочь еще большему количеству людей. So you can put some money in the basket or send it to the PayPal or whatever. Да, можно, конечно. We need some of that. Вам, конечно, не повредят деньги, которые вы через PayPal или положите значит, в шляпу. But more so, we need you to practice your program. Но больше всего нам нужно, чтобы вы практиковали полученные в шагах навыки и принципы. So our whole fellowship can become healthier and more loving. Чтобы все сообщество, все содружество наше, оно было более здоровым и более любящим. More connected to higher power. Более соединенным с нашей высшей силой. More connected to each other. И соединенным между собой. More celebration. Да, больше празднования. More friends. Больше друзей. The more that each person recovers, the higher goes freedom for everyone. This is from the NA program. Is anyone in NA? Narcotics Anonymous? Да, это чем больше у нас формируется таких людей, тем выше пирамида из таких людей. А есть ли тут представители Содружества анонимных наркоманов? Он просил, поднял пальцы вверх, поблагодарил. I'm a recovering addict and a member of Narcotics Anonymous. Да, я выздоравливающий анонимный наркоман. I'm 35 years clean.
Я 35 лет не употребляю. Congratulations. The symbol of Narcotics Anonymous is a circle with a square in the middle, a circle with a square in the center. Да, у нас в анонимных наркоманах это круг, символ это круг и помещенный туда, значит, квадрат. But the symbol is three-dimensional. It's a base with a pyramid that is a pyramid. Да, но он, значит, выглядит как 3D-фигура, то есть это, значит, база в виде круга, и на ней стоит пирамида. And the philosophy of there is that the more people that join recovery, the more recovery we get, the healthier and more loving we become, the bigger becomes the base, and then the higher becomes the point of freedom at the top. Угу. И таким образом, чем больше будет приходить людей в анонимные наркоманы, тем больше становится база. Чем больше базы, тем выше становится пирамида. И на вершине пирамиды там свобода. Чем выше становится, и чище свобода. I'm having a hot flash. Да, меня сейчас через меня прошел поток тепла. Из меня идет в том числе. Shall we do one more tradition? How are we on time? Should we stop here or should we do one more? That's an hour since we start. So we still have at least an hour to Q&A, or we can go an extra tradition and after that do the Q&A. That's up to you, sir. Well, let's do one more. We'll do tradition 8. Давайте сделаем еще одну традицию. Tradition 8 says, adult children of alcoholics should remain forever non-professional, but our service centers may employ special workers. Давайте 8-я традиция звучит как: взрослые дети алкоголиков должны всегда оставаться непрофессиональным объединением, однако наши службы могут привлекать работников, обладающих специальной квалификацией. So we are a spiritual movement, not a professional organization. Мы духовное движение, но никак не профессиональная организация. But I want to be a professional adult child. Но я хочу быть профессиональным взрослым ребенком. I want to get paid. Мне хочется, чтобы мне платили денег. Come on, I'm here 35 years. Друзья, я тут уже 35 лет. I am a master of recovery, right? Я уже, можно сказать, гуру выздоровления. No, I am not a guru, no. Но я не гуру. I'm just another member that's depending on us for me to be okay. Я просто такой же член Содружества, как и вы, и я завишу от выздоровления всего Содружества. Many times I've tried to figure out my inner critic, my inner accountant. He tries to figure out how can I make money on recovery. Я много раз уже такой сидел и думал, у меня внутренний мой бухгалтер такой, который представляет внутреннего критика, уже много раз думал, как же тут заработать на выздоровление. I worked in treatment centers. Я работал в реабилитационных центрах. I got paid. Мне платили. I worked in hospital psychiatric wards and I got paid. Я работал в психиатрической лечебнице, там тоже мне платили. I worked in schools telling children about addiction, family dysfunction, codependency. I got paid. Я также рассказывал в школах детям о проблемах дисфункции, о созависимости и о вреде наркотиков, и за все это мне платили. I worked on a prevention contract, talking about life issues and helping people make better choices and
like coaching, and I got paid. Да, я также работал с предупреждением проблемы. Я рассказывал и вел коучинг о том, как не попасть в зависимость или в зависимое или созависимое поведение. И за это мне тоже платили. And it's not the same. Но это все равно не то. Now I'm here sharing about recovery with you for no pay. При этом вот я сейчас с вами сегодня здесь и делюсь своим опытом выздоровления, и мне никто ничего не платит. It's much more satisfying. И для меня это намного больше удовольствия и радости, и удовлетворения мне это приносит. It's from my heart and soul. Это язык моего сердца и души. Yeah, let's do the hearts. Давайте еще сердечко поставим. For those of you that are listening, we're keep putting our emojis on the screen. Да, для тех, Turn кто нас сегодня слушает, мы сегодня сообщаем, что мы сейчас сердечки ставим наши для того, чтобы как-то разнообразить собрание. So the members who are in service positions at the World Service Office are volunteers. У нас и на конференции, на международной, и в содружестве, значит, есть волонтеры, которым тоже никто не платит. Вот они на конференции служат. The members who are being of service in our intergroups and our meeting, trusted servants in our meetings, all volunteers. Наши, значит, друзья-волонтеры, им всем никто ничего не платит. We don't have to be professional. Нам не надо быть профессионалами. We don't have to be perfect. Нам не надо быть идеальными. We don't have to do things right all the time. We can make mistakes. Нам не надо быть всегда правыми. Мы иногда можем совершать ошибки, и это нормально. It's a good idea to elect trusted servants who have skills to be successful in the position. Это хорошая идея выбрать того человека, который имеет те навыки, которые помогут его служению быть успешным. We can do a lot of mentoring and support in service in recovery. Мы можем помогать ему наставничеством или, значит, помогать ему как помощь, оказать помощь в выздоровлении. But it's really helpful to approach all the service in a very light-handed way, very casual. Но также гораздо лучше подходить к вопросу служения с облегченным и без неформальным подходом. We're all volunteers. Мы все волонтеры. There's been many times I got angry in the service. Было очень много времени, когда мне казалось, что нет, когда я был зол в служении. I made some problems. У меня были проблемы. I needed to be quiet. Мне было лучше помолчать в тот момент. I needed to talk to my sponsor and my friends in recovery to help me with my attitude. Но надо было бы мне со спонсором созвониться или переговорить с моими впереди идущими или с друзьями выздоровления о том, чтобы поменять мое отношение к той или иной проблеме. I went to people and I made amends. Я ходил и потом делал 9-й шаг, возмещал ущерб. I apologized for my outburst and my trying to control other people. Мне приходилось просить прощения за то, что я контролировал и срывался на людей. I was afraid someone would make a mistake. Я был очень обеспокоен тем, что кто-то сможет совершить ошибку. But it's okay to make mistakes. Но это нормально совершать эти ошибки. I want to try to describe an interesting phenomenon that I see in recovery service.
Я хотел бы поделиться с вами неким таким феноменом или парадоксом, который связан с выздоровлением и служением выздоровления. I'm a businessman, and I think about efficiency and the best way to do things. Я бизнесмен, и я думаю во многом об эффективности того, как правильно и быстро и эффективно делать дела. And in the beginning of my recovery, I was looking at recovery service this way. В начале своего выздоровления в ВДА я также применял вот такой подход в своем служении. Пытался так служение рассматривать. And it caused some turmoil and conflict sometimes. Ну, я много делов натворил, и много пришлось разбираться потом с этим. Ну, много разрушительного принесло такой подход. Efficiency and perfectionism is not loving. Да, эффективность и перфекционизм это не про любовь. Then I discovered something very interesting. Но потом я обнаружил кое-что очень интересное. The service structure in recovery. Ну, структура выздоровления It's an opportunity – это возможность for new people to come in and learn how to do service. для новых людей входить в программу и узнать для себя, что такое служение. And we can let people learn from the beginning over and over again. И мы можем позволить людям узнавать и учиться этому сначала, снова и снова, много-много раз. It's not very efficient. Но это не очень эффективно. It's not perfect. И это точно не идеально. But people get a chance to learn new things. Но у людей появляется возможность научиться чему-то новому. People have a space to be creative. У людей появляется место, где они могут быть креативными и вот применить свои, как это получается, свое творчество. We can slow down, relax, and offer a space for trial and error. Мы можем расслабиться и получить, предоставить атмосферу и, как сказать, безопасное место для того, чтобы делать ошибки, чтобы пробовать и делать ошибки. The opportunity for a learning process. Для того, чтобы люди научились, возможность тому, чтобы научиться чему-то новому. And I'm learning to let go of my frustration. И я учусь то, чтобы в выздоровлении у меня ушло вот это вот, значит, недопонимание, почему так происходит. Я учусь, чтобы оно ушло. I was taking everything too seriously. Я очень ко многому относился слишком серьезно. I could relax and let recovery be messy and fun. А я могу расслабиться да, и сделать так, чтобы мое выздоровление было, ну, как он говорит, грязное, но при этом, ну, грязное или как это сложное, то есть не такое, не идеальное, прямо скажем, но при этом оно было радостное. I'm discovering love instead of seriousness and fear. Я нахожу в себе любовь вместо того, чтобы быть слишком серьезным и жить в страхе. It's a beautiful thing. Это прекрасная вещь. And I can do this in my personal life too. Я могу это использовать в моей личной жизни также. We don't have to be perfect. Нам не надо быть идеальными. Everyone is a child learning how to live on earth.
Каждый из нас — это ребенок, который только учится жить на этой земле. We don't need to be professionals at everything. И нам при этом не надо быть всегда профессиональными. I'm not a professional boyfriend. Я не профессиональный ухажер за женщинами. I tried to think about how can I make money being a boyfriend. Мне не надо думать, как мне заработать на том, что я, значит, ухажер. I did have a wealthy girlfriend one time, У меня была очень богатая девушка однажды, but she wasn't very generous. но она была не особо щедрая. And she needed recovery, and she wouldn't come to recovery. Ей надо было бы выздоравливать, но она не пришла с нами выздоравливать. It was not a happy relationship. И это не были уж очень счастливые отношения. She had a nice house. Но у нее был классный дом. She cooked good food, Готовила она ничего, but she was not a happy person. но она не была счастливым человеком. So I moved back into my van and drove down the road. Ну да, я вернулся в свой микроавтобус и поехал по дороге. Now I have a happy girlfriend. А теперь у меня счастливая She's not wealthy, девушка. Но девушка у меня не самая богатая. but we're happy together. Но нам так счастливы вместе мы. It's better than money. И это гораздо лучше, чем деньги. The last part of tradition 8 talks about employing special workers. А вторая часть традиции 8 говорит о том, чтобы нанимать профессиональных работников. ACA hires people to do certain things. Да, ВДА нанимает людей для того, чтобы они делали какую-то часть работы. There are people working at WSO printing the literature. Например, есть люди, которые работают в Всемирном офисе обслуживания и печатают литературу. Sometimes we need some flyers printed. Например, бывает, что нам надо распечатать листки с информированием. But the organization on the whole is volunteer Но при этом, basis. да, но при этом вся организация, она волонтерский характер носит. In my personal life, I hire special workers. Но и в своей личной жизни я тоже нанимаю профессиональных работников. I hired a counselor to help me early in my recovery. Я также нанимал себе специалиста психолога, который помогал мне в процессе моего изначального выздоровления. I hired a lawyer to help me get out of trouble. Ну, нанимал и юриста, чтобы тот помог мне выбраться из тех проблем, которые у меня были. I've hired a lot of people to help me with things. Я нанимал большое количество людей, которые помогали мне с разными вещами. Sometimes the traditions are a little boring to talk about, don't you think? Да. А часто традиции это что-то такое скучное, как вам кажется? I hope I'm bringing some entertainment to this process. Not with you, Duncan. Значит, но я стараюсь привнести какой-то элемент веселости в обсуждение традиций. Надеюсь, это уровень вас устраивает. Мой уровень вас устраивает в этом. The traditions are not that fun to talk about, but they make a big difference when I practice them in my life. Традиции не самая приятная история, может быть, которая не самая с вами поделиться, но это как бы необходимое зло. Yeah. All right, let's stop there and go to question and answer, yeah? Ну что, давайте перейдем. So next time we'll come back and finish 9 through 12. Да, в следующий раз, когда я приду, мы сможем закончить все традиции с 9 по 12. So now floor is open to the questions, yeah? Yes, please. Да. If you just Теперь I'm going to take a готов 2-minute break for me. I'll be right back.
Да, я сейчас Okay. вернусь через 2 минуты.